Жюль Жерарде был художником, который умел превращать историю в спектакль, а бытовую сцену в маленькую человеческую драму. Сегодня его картины часто воспринимают как просто красивые старинные сюжеты, но за этим изяществом скрывался очень внимательный наблюдатель человеческих эмоций. Он писал флирт, смущение, героизм, тревогу, придворную игру и исторические катастрофы так, словно зритель случайно оказался внутри чужой жизни. Добро пожаловать на канал! Если вам интересны тайны живописи, скрытые смыслы картин и необычные судьбы художников, поддержите видео лайком и подпиской. Французский художник Жюль Жерарде писал картины, похожие на сцены из старого фильма. Флирт у цветочной лавки, рыцари, придворные интриги и исторические драмы. Но за внешней легкостью его работ скрывалось настоящее мастерство рассказчика, умеющего превращать обычный жест или взгляд в целую историю. 10 апреля 1856 года в Версале родился мальчик, которому буквально с детства была предопределена художественная судьба. Жюль Жерарде появился на свет в большой семье швейцарских гугенотов, где искусство было не просто профессией, а частью семейной традиции. Его отец, Поль Жерарде, был известным гравером и мастером репродукционного афорта. Братья Жюля, Эжен Жерарде, Леон Жерарде и Поль Арман Жерарде, тоже стали художниками и граверами. Леон при этом был братом-близнецом Жюля. Даже сестра Джулия занималась искусством. В такой семье талант воспринимался почти как обязанность. Будущий художник получил классическое академическое образование в Парижской школе изящных искусств. Его учителем стал знаменитый Александр Кабанель, один из главных представителей французского академизма XIX века. Кабанель умел создавать эффектную, идеально выстроенную живопись, и это сильно повлияло на молодого Жерарде. Но ученик не стал простым подражателем. От академической школы он взял безупречную технику, а все остальное постепенно превратил в собственный язык, более живой, театральный и эмоциональный. Уже в молодости Жерарде начал выставляться в Парижском салоне, главной художественной площадке Франции того времени. Для художника XIX века попасть туда означало получить шанс на признание. В 1881 году он получил медаль Парижского салона, а спустя 8 лет на Всемирной выставке в Париже 1889 года художник был удостоен серебряной медали. Это был период, когда имя Жерарде стало известно далеко за пределами Франции. При этом он не ограничивался только живописью. Жерарде работал иллюстратором для французских и швейцарских изданий, а его интерес к историческим сюжетам постепенно стал одной из главных особенностей творчества. Особенно его привлекали события Вандейского мятежа, одного из самых трагических эпизодов французской революции. Он писал сцены сражений, бегства, народного сопротивления, но делал это не как сухой хронист. Даже в масштабных исторических композициях его интересовали прежде всего люди, их страх, растерянность, героизм или отчаяние. Художника также увлекала фигура Луизы Мишель, знаменитой участницы Парижской коммуны. В ее биографии Жерарде видел не только политическую историю, но и человеческую драму эпохи. Но особенно интересен другой Жерарде – мастер жанровых и галантных сцен. Именно эти картины сегодня чаще всего расходятся по соцсетям и аукционам. Художник словно превращал живопись в маленький спектакль. Молодые девушки с цветами, кавалеры, случайные встречи на улицах старых европейских городков, флирт, неловкие улыбки, двусмысленные жесты – все это выглядело легким и почти комедийным, но при этом удивительно живым. Жерарде очень тонко работал с эмоциями. Он понимал, что иногда один взгляд способен рассказать больше, чем сложный исторический сюжет. В его картинах люди редко позируют, они будто случайно пойманы в моменте, поэтому зрителю кажется, что сцена продолжается за пределами холста. Особенно художник любил играть на контрастах: молодость и старость, серьезность и кокетство, официальный статус и человеческая неловкость. Даже предметы у него часто становились частью скрытого повествования. Яркий зонтик, цветок, письмо, случайно открытое окно.
Все это превращалось в эмоциональные акценты композиции. При этом Жерарде оставался представителем позднего французского академизма по технике. Его работы отличались тщательной прорисовкой костюмов, архитектуры, тканей и деталей интерьера. Влияние академической школы особенно заметно в композиции. Художник очень точно управлял взглядом зрителя, выстраивая сцены почти как театральные декорации. В 1892 году Жюль Жерарде был удостоен ордена Почетного легиона. К тому моменту он уже считался признанным мастером. Личная жизнь художника тоже складывалась довольно спокойно. В 1881 году он женился в Марселе на Марии Матильде Маргарите Майоре де Манрише. У пары родились две дочери – Симона и Ивон. Для своей семьи художник построил дом с просторной мастерской в Булонь-Бьянкуре. Именно там он провел значительную часть жизни и продолжал работать до старости. Жюль Жерарде умер 25 января 1938 года в Булонь-Бьянкуре в возрасте 81 года. Точной подтвержденной информации о причине смерти Жюля Жерарде в открытых источниках нет. К тому времени художественный мир уже принадлежал модернизму, авангарду и новым течениям, окончательно вытеснившим академическую живопись XIX века. Но Жерарде не исчез окончательно. Его картины продолжали жить в музеях, частных коллекциях и на аукционах. Сегодня работы художника хранятся во многих провинциальных музеях Франции, в том числе в музее Шоле. На аукционах его произведения появлялись более 260 раз. Одним из ранних зафиксированных аукционных появлений стала картина «День в лесу», выставленная Кристис в 1984 году, а среди недавних – работа «Le premier pas du roi de Rome», проданная в 2024 году. Интересно, что сейчас Жерарде воспринимается совсем иначе, чем при жизни. Для современного зрителя его картины не только академическая живопись, но и своеобразное окно в мир XIX века. Мир, где люди еще умели флиртовать взглядами, где случайная встреча на улице могла стать маленьким спектаклем, а художник превращал обычный бытовой эпизод в сцену с почти кинематографическим настроением. Жерарде не воевал с эпохой, он идеально чувствовал ее вкусы. И в этом тоже есть своя сложность. Академических художников сегодня часто считают слишком правильными. Но в XIX веке конкуренция в Париже была огромной. Чтобы получить медали салона и признание, нужно было обладать очень высоким уровнем техники. Просто его драма была не жизненной, а художественной. Он оказался художником мира, который вскоре исчез. После его смерти искусство окончательно ушло в модернизм, авангард и экспрессию. И многие такие мастера, технически блестящие, успешные, знаменитые при жизни, оказались в тени более скандальных и трагических фигур. Поэтому сегодня Жерарде интересен именно этим контрастом. Человек без громкой катастрофы, но с удивительной способностью превращать обычную сцену в маленький эмоциональный театр. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и увидимся в следующем видео.